Привет любителям приключений внедорожного фитнеса. Мы с одним рюкзаком в Сербии, в городе Нови Сад. Автобус мчит на Фрушку гору, на перевал Змаеваc. Оттуда начнется наш сегодняшний поход. Наша цель – Врдничка Кула. Старинная сторожевая башня на южном склоне горы, рядом с городком Врдник. Выхожу на перевале Змаеваc. Дорога от Лиманского парка заняла чуть больше получаса. Рядом с остановкой есть классная обзорная площадка. С нее уже видно нашу башню, Врдник, а в хорошую погоду даже окраины Белграда. Запомните эту конструкцию, которая напоминает канатную дорогу. Мы еще вспомним о ней. Цель поставлена. Отправляемся в путь. На Фрушке полно таких мест для пикника. По праздникам, особенно весной и летом, их могут занимать очень заранее. Спрос может превышать предложение в разы. Лес здесь в основном лиственный, огромные буки и дубы. Обратите внимание, как некоторые деревья хитро запасают воду в развилках. На деревьях время от времени попадаются указатели и тайные знаки. Каждый обозначает свой маршрут. Они помогают не потеряться в лесу. Перехожу дорогу и сразу вижу указатель. Я на верном пути. Теперь будет немного спуск. Можно малость отдохнуть. Спуск будет в тени. Еще и относительно прохладно. Так что расслабляюсь. Пока идти легко. Почти вся дорога под горку. Весь фитнес еще впереди. На развилках можно довериться стрелкам на деревьях или интуиции. Похоже, все дороги ведут в Рим. А можно уточнить у навигатора. Орешки уже созревают лесные. Орешник. Шлива. Вышел из тени и стало сразу припекать. Кстати, башня уже отсюда видна. Самый ее верх. Выхожу на окраину Врдника. Здесь, скорее всего, живут фермеры. Классический сельский пейзаж. Фруктовый сад, пасека. Остался небольшой равнинный участок. Ежевика начала поспевать. Снова заходим в лес. Дрон с опаской продирается сквозь заросли. Может, без меня ему еще страшнее. Преодолеваю по импровизированной переправе русло пересохшего лесного ручья. Теперь практически до самой башни придется ползти в гору. Что ж, чем сложнее путь, тем желаннее цель. Пересекаем дорогу, вымощенную серым камнем, и видим указатель. Мы все еще на верном пути. Это радует.
Я даже немножко устал, вынужден признать. Поднимаюсь последние десятки, там, не знаю, сотни метров до башни. Да, еще несколько сотен. 300, 400, 500. Вот. Но я почти у цели. Жарковато, конечно. Но сам виноват, что раньше не поехал. А вот и второй конец той самой канатки, которую мы видели в начале пути. Надеюсь, когда-нибудь ее достроят, и можно будет парить над лесом прямо от Змаевца. Делаем привал в беседке перед последним рывком. До башни всего 400 метров. Симпатичная беседка, где можно перед последним рывком на башню остановиться, посидеть, отдохнуть, попить воды, чем я сейчас и займусь. Водный баланс восстановлен, хотя и не в полной мере. Следовало взять больше воды. Одна из самых важных вещей в походе – вода. Всегда берите ее с запасом. Обезвоживание куда опаснее голодания, особенно на подъемах, особенно в жару. Рядом с башней находится канатный парк, но сейчас он закрыт. Да я бы и не полез на такие аттракционы. Мой запас авантюризма на сегодня исчерпан. И вот она, цель сегодняшнего похода. Врдничка Кула. Башня Врдника. Каких-то исчерпывающих достоверных сведений о ней не найдено. Предположительно, башня была частью оборонительных сооружений, изначально возведенных во времена Римской империи. Полетаем над ней немного, а потом посмотрим, что у нее внутри. На заднем плане видны этносело и спа-комплексы, расположенные на термальных источниках. Вокруг башни густые леса. Некоторое время назад здесь установили лестницу. По ней можно забраться на самый верх, что я сейчас и сделаю. Вот, я сгромоздился на первую обзорку. На первой площадке можно посмотреть на внутреннее устройство башни. По большому счету, внутри, кроме стен, ничего не осталось. Разве что остатки деревянных балок, доживших до сегодня. Так, ну тут, конечно, темно. Надеюсь, что что-нибудь да получится с этим конем. Ползем выше. Здесь окна бойницы с захватывающим видом на покрытые лесами горы. Ну, в итоге забрался я на самый верх башенки. Такое приключенница вышло. Ехать домой. И, может быть, сегодня еще съезжу на озеро. На одиночку. Ну что ж, путешествие подошло к концу. Здорово было прикоснуться к истории, которой сотни, а может и тысячи лет. В теле приятная усталость. Чувствую непреодолимое желание выпить воды и принять душ. Осталось добраться до автобусной остановки. Отсюда минут 10 через этнокомплекс и термальные курорты. Спускаемся через канатный парк. Больше никаких восхождений сегодня. Автобус пришел вовремя. Минут через 40-50 приеду. Да, к озеру я в итоге не поехал. Кровать не захотела отпускать.
Если видео вам понравилось, жмите палец вверх. Не понравилось? Такая кнопка тоже имеется. Есть что сказать? Напишите в комментариях. Желаете поддержать канал финансово? В описании указаны способы это сделать. Спасибо всем, кто уже поддержал и поддерживает. Также приглашаю на свой канал «Двухколесный пилигрим», где я рассказываю о своих велосипедных путешествиях. Ссылка на него также в описании. Дарите миру добро и не ждите ничего взамен. Увидимся в новых походах на канале с одним рюкзаком. Всем добра! Решил выйти на Лиманском парке. Сейчас зайду в универ, куплю арбуз холодный, бутылку холодной воды, бутылку выхлещу по пути из магазина, а арбуз сразу как домой приду. Вот такие вот у меня планы грандиозные.